Все время забываю сказать, вот что меня бесит в Японии. В Японии нету велодорожек. Потом японцы будут рассказывать, что у них все очень чисто. Велосипедисты в Токио — это какой-то кошмар. А здесь совершенно заборчик идет. Прямо вот мечта любого мэра российского города. Мы пришли в район, где находится много заброшенных домов. Внезапно подземный переход в центре Токио. Слово о том, что в Японии очень чисто. Вот прошу обратить внимание, зафиксировать вот этот вот вопиющий факт нарушения порядка. Я надеюсь, здесь появятся фотографии преступника. Обычно они вешают распечатки с камер наблюдения с таким нечитаемым лицом злодея, кто нагадил. Здесь явно кто-то выбросил после вечеринки пивные банки. А из-за того, что они выходные, мусорщики в офисном районе не убираются. Кроме того, вот это все сорняки, заросла клумба. Здесь дикие голуби пасутся. Вот. Потом японцы будут рассказывать, что у них все очень чисто. Значит, обратите внимание, вот листва сухая, с прошлого года лежит, никто не убрал под лавочкой. А вообще в плане благоустройства и какой-то современной архитектуры, хороших общественных пространств Японии, наверное, нечем похвастаться. У них вообще традиционно делалось пространство внутри дома, да, такой маленький садик, и внешний дом с улицы был всегда такой закрыт, не примечательный фасад, а вот внутри дома все было супер продумано, и этот маленький садик, которым хозяин мог любоваться. Но сейчас уже все больше и больше появляется в европейском понимании хороших общественных пространств, но я бы не сказал, что мы можем с чего-то здесь прямо взять пример. Все это выглядит так довольно странно. Особенно странно выглядят их постоянные запреты. Почему-то нельзя фотографировать, хотя мы вообще просто с вами находимся на улице. Почему-то нельзя фотографировать, нельзя велосипеды, нельзя скейты, нельзя курить, нельзя гадить собакам, нельзя мусорить. У нас здесь прямо район нарушителей. Какой-то злодей выбросил огромную коробку из-под телевизора. Делать так, конечно, нельзя. На ней должна быть наклейка. Утилизационная ее нет, наклейки нет. Возмутительно. Смотрите, вот. Что это такое? Надо срочно провести расследование. Забавно, что свалки организовались прямо около табличек, чтобы не выбрасывали мусор. Табличка. И здесь огромные свалки. Ну, огромные по японским меркам. Вот что иногда случается, если в туристическом районе не сделать урны. Сначала появилась одна баночка, потом все засрали. Это скорее исключение, конечно, для Японии. Урн здесь нету, но из-за того, что везде чисто, народ так вот не мусорит. А вообще это отличная иллюстрация к теории разбитых окон, когда если где-то разбили окно, его сразу не поменять, побьют все остальные окна. То же самое здесь, если кто-то кинул банку, оставил, и сразу эту банку не убрать, то через несколько дней будет гора мусора. Инструкция по разделу мусора на английском языке редко встречается, зато здесь можно все понять. Значит, есть 4 класса отходов. Значит, первый — это перерабатываемый пластик. Значит, их нужно отдельно складывать, и в пятницу их вывозят. Складывают их вот в такие пакеты. Но поскольку сегодня не пятница, сегодня здесь у нас лежит, мы сейчас до этого дойдем. По четвергам другая переработка, не пластик. Значит, это газеты. Их нужно раздельно, то есть картон отдельно, журналы отдельно, газеты отдельно. Все это так вот перевязывается и здесь выставляется. Это бутылки, понятно, что стеклянные разные бутылки. Это банки и пластиковые бутылки. Вот, значит, что нужно, что важно с бутылок? С бутылок нужно, во-первых, их нужно помыть. Во-вторых, с бутылок нужно убрать пластиковую крышечку, потому что сама пластиковая бутылка и пластиковая крышка — это разные типы отходов. И бутылку нужно убрать еще, этикеточку. То есть, видите, у них вот здесь нарушитель, он этикетки снял с бутылок, он их помыл, но не со всех снял крышечки. Нарушителя могут, мусорщики, кстати, они могут не забрать мусор, а фотографию злодея, кто вот так вот нарушил правила, выставить на всеобщее обозрение и придать его позору. Что у нас в среду? Мусор, который сгорает, сгораемый мусор. И следующее — несгораемый мусор. Значит, то, что нельзя сжечь. В четверг, при этом не каждый четверг, а только 2-я и 4-я неделя месяца, можно сдать несгораемый мусор. Что такое несгораемый мусор? Это
зонтики, ножницы, ножи, прочая хрень, чашки, стекло, техника маленького размера. То есть, это, видите, вот фен-утюг, например. И дальше, что написано? Все, что длиннее 30 сантиметров, это мусор большого размера. То есть это мусор большого размера. И его выносят за дополнительное бабло. Если у вас вдруг вам нужно выбросить телевизор или еще что-то, нужно прийти в специальный магазин, купить специальную наклеечку, оплатить утилизацию крупногабаритного мусора и выставить его на улицу, и тогда его заберут в специальный день. Особенно учитывая, как японцы любят все заворачивать. Они сначала завернут тебе маленькую коробочку из-под суши в 10 оберток, а потом заставят тебя все это разбирать, отделять, чтобы выкинуть. Урн в Японии нет, но зато в Японии есть правило, что каждый продавец чего-то, он обязан обратно свой мусор забрать. Урны можно найти около этих вендинговых аппаратов, которые продают напиточки, потому что они тоже должны забирать свой мусор. Но поскольку здесь нету кассира, они вот иногда ставят такие специальные урны. При этом, видите, они их делают такими специальными отверстиями, чтобы никто туда ничего лишнего не кинул. Ну вот, видимо, что-то они расслабились и не убирают, поскольку вокруг уже вон срач. А некоторые магазины, они, когда вы у них покупаете какую-нибудь баночку, они на эту баночку клеют вам специальную наклеечку, чтобы вы им, если ее вернете, они проверили, действительно ли вы у них купили эту баночку, чтобы вы им чужую баночку не сдали, не дай бог. Российское посольство в Токио. И из открытых окон посольства играют песни в честь Дня Победы. Кстати, по случаю праздника японцы пригнали сюда полицию и перекрыли дорогу. Частично. Здание открыто с 7:45 до 7 вечера. Почему не с 8 утра? Что за округления такие странные? Вот этот переход закрывается еще в очень странное время. 23:45. Все время забываю сказать, вот что меня бесит в Японии. Они, как мы привыкли, европейский человек, да, он измеряет все часами. То есть мы знаем, что парковка почасовая оплата, там, ну вообще все почасовая оплата. В Японии нет. Японцы, когда они за что-то берут, или за что-то берут деньги, или режим работы, он очень странный. Да, то есть мост может почему-то закрыться без 15-12, а не в 12. Особенно это проблема, когда парковка. То есть они пишут цену за парковку за 20 минут, за 30 минут, за 40 минут. И тебе каждый раз нужно в уме пересчитывать, а сколько же это будет в час. Вот. Это очень странно. Почему нельзя все писать в час, округлять все до часа? Как удобно людям. Хуже только китайцы, которые меряют вес в фунтах своих дурацких, а не в килограммах. Нужно тоже постоянно все это переводить мысленно. Здесь переход работает с 6:30 до 24. Почему везде разное время работы? Когда ходишь по Японии, у тебя два чувства. Первое — это восторг, насколько все продумано, насколько все удобно, насколько все круто. Второе чувство — почему все такое страшненькое. Страшненькое и удобное. Удобное и страшненькое. Иногда думаешь, а вообще можно делать и красиво, и удобно? Или только и либо красиво, либо удобно. Вот многие европейцы, они гонятся за дизайном, а пользоваться этим невозможно. У японцев дизайн, особенно, промдизайн, дизайн среды, он вообще на нуле. Они не парятся, как выглядят заборы, как выглядят таблички, графический дизайн, как выглядит навигация. Все какое-то разное, стрёмное. Ну, по крайней мере, для моего глаза. Я не знаю, может быть, вам нравится вся эта навигация пестрая. Вот. Но когда пользуешься, реально удобно. Посмотрите, вот элементарно, да, вот у меня в руках сейчас фотоаппарат. Nikon D5, да, махина такая моя любимая. Вот с точки зрения дизайна, ну что это такое, да? Блин, они 100 лет не меняли дизайн. Уже можно было что-то сделать посовременнее. Да, то есть уже страшно показывать его. Какие-то кнопки, какое-то меню непонятное, все какое-то... Но в руке лежит, все кнопочки, там пальчики, все помнят. Пользоваться вообще идеально, как будто вот я родился с этой камерой. Но страшно, но удобно. Удобно и страшно. Взял один раз я в руки лейку. Казалось бы, да, стоит дофига денег. Дизайн фантастический. Кто лейку держал в руках, да, фотоаппарат и лейка. Чудо, а не фотоаппарат. Но неудобно. В руке не лежит, не эргономично. Ну, что это какой-то вот кирпич. Да, Nikon берешь, потрясающе. Но дизайн. Где дизайн? Страшненькое все. Но удобное и продуманное. Но страшненькое. А здесь совершенно
заборчик идет. Прямо вот мечта любого мэра российского города. Именно сделать. Такого дизайна. Нет, я еще раз напоминаю, что в Японии все очень удобно, очень продумано, но очень некрасиво. Когда, как в других странах, делают красиво и неудобно, японцы делают удобно и некрасиво. При этом специально они делают отвратительно и некрасиво. Мне, кстати, кажется, вот красиво и удобно делать нельзя. Но только у итальянцев иногда получается, и то не всегда. Редкий пример, когда велодорожки нарисованы на дороге. Потому что обычно японцы велодорожки не делают, и все ездят по тротуарам. Это просто отвратительно и ужасно. Вот. Несмотря на то, что есть велодорожка, даже вот эти японцы, они настолько привыкли ездить по тротуарам, что он продолжает ехать по своему тротуару и распугивать пешеходов. Вон, обратите внимание, народ поехал на велосипедах, только что ехал опять по тротуару. При всем этом обилии велосипедов, велопарковок, меня смущает только одно, друзья. Меня смущает, почему в Японии нету велодорожек. Почему все ездят по тротуарам. Здесь столько людей используют велосипед для регулярных поездок. Здесь повсюду эти велопарковки, на каждой станции метро все оборудовано. Почему они не сделали велодорожки? Говорят то, что у них мало места, и у них нет места для велодорожек. Но, по крайней мере, они могли бы ездить по дорогам, но не по тротуару. Они не должны распугивать людей. Вот посмотрите, я иду, и вот здесь местный магазинчик, и все заставлено велосипедами. Велосипеды повсюду. Велосипедисты в Токио. Это какой-то кошмар, вон они едут. И он едет по тротуару. Женщина едет по тротуару. Что это такое? Но зато у них очень круто сделаны обочины. Я обожаю, как они цветами, растениями так вот плотно-плотно все делают. Очень красиво смотрится. Опять же, смотрите, вот видите, вот здесь на дороге они сделали велодорожку. Вот есть разметочка. Иди, велосипедист, на дорогу. Едь по дороге. Ехай по дороге. Нет, они щимятся вон. Они щимятся на тротуар. Что с этим делать, вообще непонятно. Дико бесит, посмотрите. Ему на дороге нарисовали, чтобы он на дороге ехал, как и положено. А он такой вот довольный, да. Проскакал, заяц. Запомните, друзья, я тоже очень люблю велосипеды, но нельзя ездить по тротуару. Это все люди стоят, чтобы попасть в ресторан. Ближе к ресторану они начинают сидеть. Они сидят. Сидят. И вот в какой-то момент они доходят до кассы. И потом они заходят в ресторан. Еще один ресторан. И здесь тоже народ вот ждет. Ленточки, специальная зона ожидания. А вот и этот ресторан. И здесь люди тоже сидят. Смотрите, около каждого ресторана есть ленточки, чтобы люди сидели. Ждали, да. Внезапно подземный переход в центре Токио. Так вот он выглядит. Вообще это большая редкость, потому что внеуличных переходов в Токио практически нету. Можно все перейти по зебре. Но вот здесь эстакада многоуровневая проходит через центр. И зебры расположены не так часто, как хотелось бы. Поэтому вот в некоторых местах они сделали подземные переходы. Это, кстати, ничего хорошего там нет, даже для японцев. Вот здесь вполне можно было и зебру нарисовать, тем более все равно светофор есть. Но вот по какой-то причине они ее не нарисовали. Мы пришли в район, где находится много заброшенных домов. Так вот они выглядят. В них никто не живет. А на это есть много причин. Например, одна из причин, что в Японии не принято отжимать частную собственность. И если владелец дома умер, и у него, например, нет наследников, то нельзя просто так снести дом и забрать эту землю. И она вот так вот стоит, и ничего с этим сделать нельзя. Здесь район, хотя уже что-то уже начинает перестраиваться. Я на самом деле не знаю, как они решают эту проблему. В итоге там должна как-то решаться. Но тем не менее, даже в самом центре Токио много заброшенной недвижимости. Или вот, видишь, был дом. А это все, вот, да, это все заброшено, да. Здесь какое-то было просто заведение.
ничего не работает. Но здесь вот уже около входа появился строительный заборчик. А здесь дома нет. Остался просто такой участочек. Ну да, где-то еще народ живет, а где-то такие вот дома. Их обносят забором, так они и стоят. Несколько месяцев назад все эти домики обнесли строительным забором. И, видимо, как-то смогли их выкупить, и сейчас на этом месте будут что-то другое строить. А так много лет этот район стоял заброшенным в самом центре Токио. Прикольно. Магнитики, на которых к почтовому ящику, смотри, прикрепляют какую-то записочку. Ну, конечно же, здесь зритель моего прекрасного YouTube-канала может сказать: Варламов, чего ты придираешься? Каким-то мелочам. Да, друзья, я действительно придираюсь к мелочам, потому что Япония одна из самых крутых стран на свете. Поэтому приходится придираться к мелочам. А иначе как? Только так. Иначе вы скажете, что почему я не критикую, почему я только хвалю прекрасную Японию. Да, Япония очень крутая, но и здесь есть небольшие недостаточки, на которые мы будем обращать внимание.